Всем добрый день! С вами Майя Васенкова на канале Ваш сад. И сегодня у нас видео-ответы на вопросы на канале Ваш сад. Итак, я расскажу, как ухаживать за драценой, какое месторасположение ей необходимо, какие подкормки нужно давать и что нужно делать для того, чтобы она хорошо себя чувствовала в комнатных условиях. Драцен более 100 видов. Ну вот, например, некоторые из них. Драцена компакта, драцена триколор, драцена маргината, драцена душистая, драцена компакта. Какое же месторасположение любят драцены? Все те драцены, которые здесь находятся, можно располагать на рассеянный свет без попадания прямых солнечных лучей. Но здесь есть виды драцен, которые можно расположить в легкую полутень. Это драцена компакта, это драцена маргината и это еще одна драцена компакта. Из тех, что здесь находятся, светолюбивые драцены – это триколор и драцена душистая. Этим драценам обязательно необходимо светлое месторасположение, без попадания прямых солнечных лучей. Соответственно, когда вы располагаете растения возле окна, либо в комнате, вы смотрите, чтобы не было сквозняков, перепадов температур, чтобы растение не устанавливалось под кондиционер или напротив кондиционера. Температурный режим для драцен, ну вот, например, драцена триколор и драцена маргината, они более теплолюбивые красавицы. То есть этим драценам в осенне-зимний период температурный режим необходим не ниже плюс 16 градусов тепла. Могут, конечно, выдерживать плюс 14. Комфорт для этих драцен плюс 16, плюс 18 градусов. Это в осенне-зимний период. Драцены компакта и драцена душистая могут выдерживать температурный режим в осенне-зимнее время плюс 10-12 градусов тепла, но с крайне умеренным поливом. И теперь о поливе. Поливают любое растение обильно и мощно. Почва должна быть очень мокрая до появления воды в поддоне. Убираются излишки из поддона через 30-40 минут, и вы забываете о поливе на долгое время. О драцене лучше забыть, чем перелить. Поэтому вы смотрите, высох верхний слой почвы, значит, мысленно делите вазон на 3 части, подкапываете на 1/3 по краю вазона. Если на глубину 1/3 вазона мокро, еще оставляете на неделю для подсыхания. Через неделю подошли, потрогали. Если влажно, значит, еще оставляете для подсыхания. Полусухо, еще дайте растению подсохнуть. То есть на 1/3 должно быть сухо, пустыня. Вот тогда вы делаете драцене следующий полив. Опять же, обильный, мощный, до появления воды в поддоне. Убираете излишки из поддона и опять забываете до сухого состояния почвы на 1/3 вазона. Теперь о влажности воздуха. Драцены с широким листом опрыскиваются 1 раз в неделю, не чаще. Если не будете опрыскивать, они на вас не обидятся. А вот драцены с тонким узким листом – это маргината и драцена триколор – опрыскиваются ежедневно. Но если, допустим, температурный режим ниже плюс 18 градусов тепла, растения желательно не опрыскивать во избежание грибковых заболеваний на листовых пластинах. И теперь мы поговорим о пересадке драцены. Когда же ее пересаживать в следующий раз? Итак, вы прощупываете почву на влажность, а ваши пальцы на полсантиметра упираются в корневую систему. То есть корневая система оплела полностью земляной ком и уже появилась на поверхности. Вот тогда необходима растению пересадка, в том числе и драцене. Какую же почву подобрать для драцены? В принципе, драцена очень нетребовательна к почве. Это может быть почва универсальная, это может быть почва для декоративно-лиственных, для кактусов. В любой почве она будет спокойно себя чувствовать. Это может быть грунтосмесь или торфосмесь. В любом случае она вам скажет за любую почву спасибо. Но показатель pH на упаковке должен быть от 5,5 до 6,5.
Если вы пересадили в питательную смесь, которую купили в магазине, эта смесь имеет все микро-макроэлементы на первые 2,5 месяца жизни растения в этом вазоне. Соответственно, подкормки вы не даете 2,5 месяца. По истечении этого срока вы начинаете давать подкормки для декоративно-лиственных. Корневые подкормки для декоративно-лиственных вносят каждый второй, четвертый полив. В зависимости от размера вазона. Чем меньше вазон, тем реже подкормка. То есть в маленьких вазонах каждый четвертый полив, в средних вазонах каждый третий полив, в больших вазонах каждый второй полив. Если растение расположено в прохладных условиях в осенне-зимний период, с ноября по февраль месяц подкормку корневую не дают. Листовая подкормка наносится на верхнюю часть растения один раз в 2 недели. И опять же, если растение находится в прохладных условиях содержания в осенне-зимний период, внекорневая подкормка не наносится на верхнюю часть растения с ноября по февраль месяц. И теперь о формировке и подрезке драцены. Когда драцена растет, она формирует древесный ствол. Когда ствол зеленого цвета, он еще мягкие ткани, сосуды листовой пластины крепко соединены с сосудами ствола. Соответственно, когда ствол древеснеет, сосуды листовой пластины отделяются от сосудов ствола. И, соответственно, листовая пластина выполняет свою функцию, стареет и отпадает. Ствол вырастает, соответственно, вы наблюдаете сверху зеленую часть растения и длинный лысый ствол. Что нам необходимо делать? Подрезка вся и формировка драцены делается только в весенний период. Даже конец зимы, можно в середине февраля сделать подрезку. Весной вы обрезаете верхушечный черенок как можно ниже. Если у вас длинный стебель и вы обрежете наверху, соответственно, пойдут наверху молодые побеги. Если вы обрежете ниже, молодые побеги пойдут ниже. Верхушечный черенок вы высаживаете в отдельный вазон. Но и это еще не все. Если у вас остался длинный стебель, даже если он одревесневший, вы можете порезать его на кусочки и тоже высадить в маленькие вазоны. И у вас будет очень много драцен. И теперь основной ответ на ваш вопрос по драцене. Как же можно сохранить листья зелеными и красивыми? Я расскажу, почему может желтеть лист драцены. Это может быть старение листа, и это естественный процесс. Это может быть частый полив, то есть растения часто поливают, не ждут подсыхания почвы, гниет корневая система, и массово начинают опадать листовые пластины. Вот тогда нужно бить тревогу, тогда нужно спасать драцену. Это может быть пожелтение листовой пластины от того, что растение расположено под кондиционером или напротив. Это может быть от того, что растение установлено на сквозняке. Это может быть от того, что растение получает резкий перепад температур при проветривании в осенне-зимний период. Еще несколько причин, почему может желтеть лист. Переместили с одного места на другое, то есть перевезли в другое помещение или переставили в другую комнату. Это может быть от того, что растение недополучает освещения. В этой ситуации для растения наступает глубокая осень, и, соответственно, листовая пластина желтеет. И еще важный момент. Растение может быть поражено насекомыми-вредителями либо грибковыми заболеваниями. Насекомые, которые поражают драцену, следующие. Это может быть мучнистый червец, это может быть паутинный клещ, либо пятнистость на листовых пластинах – это уже грибковое заболевание. Конечно же, для того, чтобы я поняла, что происходит с растением, мне нужна фотография. Фотография почвы, фотография ствола, фотография месторасположения растения. Хотелось бы это все увидеть, и тогда я более подробно расскажу, что происходит с вашей драценой. С вами была Майя Васенкова на канале «Ваш сад». Обращайтесь, пишите, буду отвечать на любые ваши вопросы.